трасса, песочек, прям классно. Ничего, ни страха нет, ничего нет. Друзья, всем привет! С вами Сергей. И даже не спрашивайте, откуда у меня такой шикарный загар. Получил его во время поездки по урочищу в Малмбай. Это уникальное место, похожее на отдельную планету, желтую такую. Скоро вы, конечно же, все это увидите. И также хочу вас познакомить с Александром Гавченко. Именно благодаря нему мы отправились в это путешествие. Смотрите, сколько велосипедов на машине. Новый путь, а вы наслаждайтесь этим видео. Счастливо! Привет, ребятки! Сегодня мы покатались по маршруту Yellow Trail Малыбай. Все для велосипеда проехали почти 50 километров. Отлично провели время. Замечательная теплая осень. И мы воспользовались этим шансом и классно покатались на велосипеде. В общем-то, я давно уже катаюсь на велосипеде. Сейчас приглашаю к этому и всех желающих. Это велоприключение Yellow Trail Малыбай. Оно проходит в горном массиве Багуты. Это такие горы недалеко от Алматы, всего в 150 километрах. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. Никогда не видел стриптиз посередине степи, пустыни, холмов таких. Еще и мужской. В женской половине повезло сегодня, да? Выехали, было около 0-2 градусов максимум температура, а сейчас уже 20 с чем-то. Жара нереальная. 21,1 не так много. Да, еще можно, значит, не раздеваться. А тут едешь по песочку последние несколько километров. И колеса вязнут просто, как будто на берегу Балхашского пляжа находишься. Просто застревает. Сразу такие воспоминания приятные. Ну, характерный, да, такой марина. Видишь, такие мелкие камни, они как будто ледником Обточены. Вот в этих вот ущельицах там куча таких вот петроглифов. Там идешь, такой камень такой пустынной патиной, такой черный. И на нем петроглифы там по 10, по 20 тысяч лет. Да. Тут уже катались, бывали, значит. Пешком ходил. Я не катался никогда. А как велопоездка вообще сейчас? Тяжело. Перевал. Сейчас с перевала поедем, будет легко.
Пока народ обедает, запустил дрон. Ветер просто нереальный. Послушайте, только посмотрите. Порывистый просто. А вон это их ленточки. Боялся, что дрон далеко не улетит, но ничего, спорт-режим все-таки помог. И несколько кадров так сделал. Вот авария произошла. На ровном месте причем. И батарейка уже начала садиться, так как уже 3 раза дрон запускал. Но эти кадры все-таки красивые. Надеюсь, вам они понравились. А мы сейчас будем дальше ехать. И впереди нас ждут еще ветряные мельницы. Просто огромные, такие здоровые. Оно и понятно, почему они в этом ущелье стоят, расположены. Потому что здесь ветер просто не прекращается. Все-таки чем-то эти холмы напоминают Алтын Эмель. Просто посмотрите, тоже слоями. Там розовый цвет, ну такой более оранжевый, желтый, белый. И вот так все слоями, прям породами. Интересно смотрится. Словно их разрезали, как тортик цветной. Эх, маршрут классный, мне нравится. Этого вот чего не хватало вообще в жизни. Проехаться по такому маршруту и с отличной компанией насладиться этими видами, этой дорогой, которой здесь нету. Класс. Малыши вперед вообще едут. Не считай Александра. Вдвоем просто. По всем сложным склонам они полетели, вообще ни один не пропустили. Мы в объезд, а они напрямую. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. Проехали 48 километров. Конечная точка у нас это бассейны с минеральной водой. Сейчас окунемся. Я сгорел, прямо не мазался. Но да ладно, не страшненько. Сейчас покажу атмосферу, которая здесь будет. Честно, я даже не представляю. Я не представляю, где мы находимся, если честно. Приблизительно. 3 километра до Или, вон поющий бархан. В общем, 3 километра до Или с этого места. Уже закат. Сейчас быстренько окунемся, поплаваем, насладимся и обратно в город. Поездка просто замечательная. После горячей сюда. Блин, цвет воды как на озере Балхаш. То такая здесь обстановка. Чисто забор. Есть 3 бассейна. Прохладный, тепленький и вообще горячий. Есть душ, туалет. Ну, конечно, понимаете, какого года это все построено, сделано. Но после такой поездки, неважно, это все просто офигительно, это просто рай и сказка. Стоит 500 тенге на одного человека, кстати. Сейчас залезем в водичку. О, да, она горячая. А там как вода? А там холодно. Холодно. Для контрастной души. Я туда не пойду. Вот такая, в принципе, здесь атмосфера и водичка. 40 градусов. 40 градусов показывается. Ну, будет чуть больше еще, думаю. Ну, после такой велопрогулки это просто сказка, это рай, окунуться в воду. И не важно, как она выглядит. Нормальный минеральный источник. После него мне обычно хорошо зарастают порезы и всякие разные травмы кожи. Очень быстро заживает. Сам кажется белый, а загар чисто в виде шлема, бафа, очков. Чистый белый загар такой, модненький. Но не страшненько. Вода обалденная. Пусть вас не пугает цвет, если вы здесь окажетесь. Действительно, прикольная водичка. Координаты на карте оставлю.
приблизительно где-то находится. Горячей побыли, тепленькой побыли. Залез, ну, никаких таких ощущений особо нету. Тепленькая, тепленькая. А теперь попробуем холодненькую. О, вот это другое дело. Сразу охлаждение такое после этого жаркого дня. Ой. Да мне кажется, даже здесь вода горячая. Обалденно. Хочу поделиться своими впечатлениями и эмоциями от этого велопутешествия. Для меня это было как глоток детства, воспоминания такое яркое, теплое, когда с дедушкой и с братом катались по степи, за городом Балхаш выезжали именно за вокзал, и там огромная труба такая большая была, проходила с поливочной водой, и напор мощный был, просто огромные фонтаны были. Можно сказать, купались, окунались, проезжали под туннелями, наблюдали за поездами, как проезжают товарные разные с рудой, допустим. Также карьеры посещали каменные. И дедушка обо всем этом рассказывал, о породах рассказывал, как что формировалось, показывал очень интересные разные вещи. Так что для всех родителей, для всех бабушек и дедушек, у кого есть силы, энергия, кроме работы еще отправляться с детьми в путешествия короткие, обязательно это делайте. Для детей это очень хорошие, теплые воспоминания будут на всю жизнь. И как можно больше проводите такие интересные, позитивные, активные путешествия. И напоследок, после купания, заехали в поселок Басид, в Уйгурскую. Я ж дымом подавился шашлыка. А тут шашлычком таким пахнет вкусно. Это Уйгурский район. И говорят, здесь просто офигительные лагманы. Сейчас попробуем. Заказал буйру лагман, стоит 800 тенге. Также пришел шашлык из баранины, 400 тенге стоит. Восхитительный лагманчик. Нравится? Даже слов нет, не передать этот вкус. Обалденно вообще. Понравилось тебе? Да. А что тебе понравилось в поездке? Ну что, горячие источники, естественно. А на велосипеде поездка На сама. велосипеде тоже. Тоже. Ну, источники больше, да? Ну, что понравилось больше всего, что всю дорогу ехали или ровно, или с горы. В наших велопоходах это редко случается. То есть мы плохое не запоминаем. В гору тоже ехали чуть-чуть. Это не гора тут, но здесь бывает так, что 2 часа или велосипед рядом с собой ведешь как минимум, или тащишь его на себе. И погода сегодня чудесная. Равнины, просторы, ветер в лицо. Почти такая же. Под занавес уходящего дня горячий бассейн после педалирования многочасового и горячий лагман. Очень рекомендую. Ой, это экстрим для таких пожилых пустяков, как я, чтобы никогда не катались на велосипеде. Вот. Плюс, блин, в октябре поплавал под открытым небом. Это вообще шикарно. Открыли купальный сезон в этом. Открыл купальный сезон, да, в этом карантине. В годе без лета, в октябре месяце. Это мне нравится. Вот. И завершились быстрым шашлыком, быстрым лагманом. Самая изюминка на торте, как многие, наверное, уже кто-то сказал, это был горячий источник в конце нашей всей поездки. Ну, в общем, едем домой на расслабоне, все кайф. Скажешь? Оп. Как кто-то спрятался. Детишки сегодня это просто что-то с чем-то. Посмотришь, ничего, ни страха нет, ничего нет. Едут, это мы такие старикашки, такие, только бы не разложиться где-нибудь на кочке. А детишки вообще молодцы. В поездке понравилось все. Трасса, песочек, прям классно. Обхильчик даже есть небольшой. Было не жарко, было не холодно, прям идеальная погода для покатушек. Ну и, конечно же, завершение этого всего дня. Роскошный стол. Что еще можно пожелать в субботу? Кто сказал, нам говорить нечего. Пару слов. Ну, во-первых, сегодня нам реально повезло с погодой, прям вообще я все переживала, что будет холодно, ну прям мы сегодня, мне кажется, застали прям такое бабье лето, потому что даже в шортах успели покататься. Вот, прям погода
идеальная, трасса идеальная, не знаю, день вообще удался на 100%. И все, спасибо Александру. Александр, Да, правда, там Александр. прячется. Да. Как вы заметили в самом начале видео, я не просто так указал несколько YouTube каналов Александра. Он путешествует более 20 лет, и ему есть чем поделиться с вами. Один из каналов посвящен велосипеду, где разбирают такие темы, как выбрать первый горный велосипед, как научить ребенка кататься, также как научиться взрослому, плюс обзоры велопоходов и множество разных тем. Второй же канал связан с путешествиями и походами, где можно найти обзоры на такие темы, как облегчить палатку, заварить вкусный кофе, фрирайд на сноуборде и многое другое. Все полезные ссылочки я оставлю в описании под этим видео, так что заходим, смотрим, наслаждаемся и познаем новое. И завершается наш выпуск именно с того места, откуда начиналось, то есть именно откуда вы начинали смотреть, с приятным запахом шашлыка, вкусным лагманом, мы сытые, довольные, отдохнувшие активно. Ну, конечно же, после такого отдыха еще придется дома отдыхать, но все довольные. Так что, ребят, путешествуйте, наслаждайтесь жизнью, обязательно отправляйтесь в такие поездки. Они дарят много моря, огромное просто впечатлений, эмоций, воспоминаний, если вы когда-то катались на велосипеде. Это просто восхитительно. Все, всем пока, до встречи в новых выпусках.